Сегодня мы проводим пресс-конференцию, которая посвящена событию, которое переживает сейчас, наверное, вся страна, катастрофе теплохода «Болгария». Без государственной поддержки развитие речных круизов невозможно, потому что из всех судов, которые сегодня плавают по европейской части России, лишь 50 более или менее соответствуют современным требованиям комфорта и потребностям туристов. 54 палубных судна, которые построены, эксперты подтвердят, не дадут соврать, 25-30 лет назад. То есть это самые молодые судна у нас сегодня, ходящие по рекам. В то время как в Европе совершенно иная ситуация. Там есть судна 5-7-летней постройки, и, естественно, значительно более новые. Но у нас суда строились 20 лет, и самое молодое судно – это 25-летний четырехпалубный круизный корабль. Да, он совершенно безопасен. Впрочем, как и те, которые построены 60 лет назад. Дело не в сроке постройки, а дело в тех ожиданиях, которые есть у туристов, и дело в том, что этот рынок, как и все остальные, должен развиваться. И мы считаем, что та ужасная трагедия, которая произошла на Волге, должна сподвигнуть уже, наконец, соответствующие государственные структуры пересмотреть фискальную политику в отношении строительства судов и их приобретения за рубежом. Первый урок, на мой взгляд, ценность человеческой жизни. У нас это не просто слова, это конституционное положение, и президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев неоднократно об этом говорил, что жизнь российского гражданина должна стоить очень многое. Невозможно восполнить утрату, которая произошла в результате гибели человека, но тем не менее есть определенные юридические отношения, которые позволяют получить денежную компенсацию, в том числе и родственникам, которая очень часто бывает необходима, особенно в связи со смертью погибшей. Так вот, на мой взгляд, должна быть в законодательстве четко определена юридическая ответственность за причинение вреда, в том числе во внутренних перевозках и в морских перевозках, может быть, по аналогии с воздушными перевозками. Второй тезис – это культура безопасности и правовая культура, которая существует на нашем рынке речных перевозок и в целом на туристском рынке. Вы видите, что компании работали абсолютно без легализующих их деятельность документов, без лицензии на перевозки, без внесения сведений в единый федеральный реестр. Причем экономия в данном случае, если речь шла об экономии, а не желании нажиться на жизни и здоровье российских туристов, я не беру крайнюю такую степень, она минимальна, потому что получить, допустим, законность работы на туристском рынке по внутреннему туризму стоит всего лишь 6 тысяч рублей. Обратившись в страховую компанию, и Ростуризм в течение 5 дней вносит сведения в реестр. Я также хочу еще отметить один момент, что сама по себе возраст судна в определенном случае это может быть конкурентным преимуществом, как и возраст раритетного автомобиля. Вы знаете, что это памятник технической истории, иногда памятник культуры. И посещая такие круизные суда, человек действительно вступает в живой контакт с историей развития техники и вообще человеческой цивилизации. Поэтому задача, конечно, по модернизации и сохранению, в том числе таких раритетных судов, для круизных путешествий, я подчеркиваю. Для всех очевидно, и для туристов, и для туроператоров, и для государства, что флот нуждается в обновлении. Путей реализации, путей этого обновления называется несколько. Вот говорят о закупке, например, флота за рубежом, открытии внутренних водных путей для пассажирских судов. Но это, скажем так, на наш взгляд, несколько утопический прожект в связи с тем, что вот Юрий Никандрович не даст соврать, просто подавляющее большинство иностранного флота не может, как раз по причине безопасности, ходить по нашим внутренним водным путям. Там единственный возможный вариант – это в Китае покупать суда 302-го проекта, которые, собственно, такого же возраста, что и наши 302-е. Когда мы говорим о модернизации флота, которая сейчас проводится силами операторов, опять же, мы понимаем, что говорим о модернизации эстетической в первую очередь. Если говорить о комплексной модернизации, в том числе всей судовой части, то здесь стоимость такого переоборудования будет сопоставима со строительством нового теплохода. Ну и, разумеется, силами частных инвесторов это вряд ли осуществимо. Что касается строительства нового флота, то здесь уже отмечалось, что период окупаемости подобного проекта при существующем
законодательстве составит не менее 20-25 лет. Ну, по модернизации и удовлетворению этого спроса, конечно, вопрос, я уже сказал, нужно решать комплексно, и прежде всего и Минтранс, и представители бизнес-структуры, Ростуризм, и государственно-частное партнерство. Конечно же, наверное, надо создавать систему привилегий в налоговом законодательстве, но это вопрос, повторяю, комплексный, это вопрос правительства, даже не Ростуризма. Что касается неких статистических показателей, то в целом Всемирная туристская организация, она констатирует, что рост круизного туризма по сравнению морского и речного с 1988 года по настоящий момент составил практически 6,5 миллионов человек. То есть было в 1988 году 8 миллионов туристов по внутренним и международным маршрутам. В прошлом году 14,5 миллионов человек. Потребность в морских, речных круизов, и включая яхтенных, для российских туристов, российских потребителей составляет где-то около 1 миллиона ежегодно. И это мы отмечаем рост. Более того, я могу сказать, что российский речной круиз и внутренний водных, это может быть стать наиболее конкурентоспособным видом туризма, внутреннего выездного туризма среди всех остальных видов туризма. Поэтому сейчас он пока занимает, доля круизного туризма составляет 3% от общего количества путешествий. Ну вот можно посчитать, какое количество: 33,7 миллиона поездок совершили российские граждане в пределах страны. 3% это количество поездок, которые совершаются, так сказать, по маршрутам круизным.